Всем огромнейший привет! Мы с вами уже разобрались с желтыми одуванчиками, и было бы грешно не сделать белый пушистый. Для создания одуванчика нам потребуются шпажки. Я беру вот такие по 200 штук размером 25 сантиметров. Но 25 сантиметров мне много, поэтому я их обрежу до 22. Обрезать удобно будет чем? Вот такими вот щипчиками. Обрезаем с тупого края. Вот так. Таким образом мы заготавливаем не менее 400 шпажек. Что будет создавать пушистость? Пушистость будет создавать нитки травка. Я покупаю вот такие. Отматываем полосочку 45-50 сантиметров. Смотрите, я наматываю или до половины, или на 2/3 самой шпажки. Мне не нравится то, как выглядит одуванчик, намотанный только сверху. Он похож на ёршик. Поэтому либо 2/3, либо половина шпажки. Клеить мы будем клеевым пистолетом, начиная с тупого конца. Делайте не очень плотную намотку. Вот такие товарищи у нас получились. Так, это не все. Так, здесь 400 штук. На 400 штук ушло 1,5 моточка ниток. Они по 100 грамм. Моточек 100 грамм, 1,5 моточка, 150 грамм у нас ушло ниток. Теперь нам нужно окрасить нижнюю часть в коричневый цвет. Если мы будем красить каждую шпажку, мы возненавидим наш одуванчик, и на этом все закончится. Что я предлагаю делать? Мы сейчас берем стакан, разводим в нем акриловую краску, так, чтобы высота слоя краски была 3 сантиметра. Почему 3 сантиметра? На 2 сантиметра наша шпажка будет входить в шарик, который будет у нас в центре основания. То есть нам нужно, чтобы просматривался коричневый цвет где-то на сантиметр. И таким образом, собирая шпажки в кучечку вместе, выравнивая и опуская в этот стакан, мы окрасим сразу по группке шпажек. Разбалтывать краску или колер я вам советую в чем-то, но не в самом стакане, потому что вы измажете стенки, и тогда уже могут измазаться сами шпажки. У меня это строительный колер Снежка. Ой, блин, вот это хлюпнуло. Ладно. И вот теперь аккуратно переливаем. Все, таким образом мы сразу покрасим очень-очень много шпажек. Только предварительно, перед тем, как их заталкивать в стакан, обязательно их выровняйте. И просушиваем. Акриловые краски или колер очень быстро сохнут. Главное не измазать белые пушиночки. Все, вот так быстренько, буквально за несколько минут мы окрасили все наши пушинки. Так, девчонки, теперь будем создавать серединку. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и взять пенопластовый шар. Но пенопластовый шар при количестве пушинок больше 200, он распадается из-за того, что он состоит из отдельных гранул и у него недостаточная плотность. Поэтому, если вам нужен одноразовый одуванчик, тогда можете взять пенопластовый шар и не морочить себе голову. Мне одноразовый не нужен, поэтому я немножечко пострадаю, но сделаю его качественно. Это полистирол, продается он в листах толщиной, по-моему, до 5 сантиметров. Я взяла 4 и склеила между собой. Итого у меня получилось
8. Теперь эти 8 мне нужно будет превратить в шарик. Склеить можно клеем дракон или клеем космофен ЦА. С космофеном аккуратно, он токсичный и у него очень неприятный запах, он раздражает слизистый. Не пытайтесь в него посмотреть, не пытайтесь его понюхать, открытая форточка, лучше вообще клеить на улице. Но в отличие от дракона он склеивает практически моментально. То есть приклеили, да, только пальцы не приклеите себе, бывает. Так. Значит, у нас вот такой куб со швом посередине, и диаметр шарика у нас будет 8 сантиметров. Я нашла вот такую, ну это будет мой шаблон, скажем так. Мы его обводим. Так, что мы теперь делаем? Секрет успеха в качественном и остром ноже. Теперь обрезаем уголки. Так, вот такая заготовка у нас есть. Теперь прикладываем крышечку. И обводим ее. Только обводим то, как мы ее видим, а не то, как она есть на самом деле. Вот она идет. Обрезаем лишнее. То есть мы должны обрезать так, чтобы, глядя вот на эту часть нашего будущего круга, мы видели круг, а не лишние края, концы, там какие-то углы, которые торчат. Все движения от себя. Если видите, что нож уже не режет, лучше замените лезвие и не морочите себе голову. Нервы дороже. Вот, смотрите. Мы смотрим и видим наш круг. Теперь сдвигаемся немножко. Опять обводим нашу крышечку. Опять обрезаем лишнее. По такому принципу мы будем прорабатывать всю поверхность нашего будущего шара, пока он не станет круглым. Так, теперь нам нужно убрать вот эти углы и сделать шар похожий на шар. Начинаем аккуратненько от себя, опять-таки, срезать потихонечку вниз.
Так, смотрите, вот как выглядит наш, ну, почти шарик. Теперь берем пилочку. Пилочку не железную, не стеклянную, а вот такую абразивную. Или наждачную бумагу. То есть у кого что есть. И вот эти вот края, которые у нас выпирают, не дают нашему шарику быть максимально ровным и гладким, мы их подпиливаем. Вот этого будет вполне достаточно. Теперь мы будем вклеивать трубу, которая будет большего диаметра, нежели стебелек одуванчика. Сначала вклеиваем трубу, делаем вот эти вот чашелистики опустившиеся, да, или как они называются в одуванчике, и только потом вставляем шпажки, потому что если вы сразу вставите шпажки с пушистиками, вы потом не приблизитесь, не очень удобно, оно торчит во все стороны, и боишься его сломать, взять и брать неудобно, поэтому сначала делаем полностью заготовку, потом вставляем шпажки. Важно, чтобы труба, которую вы будете вклеивать, не попадала на шов, то есть не вот здесь ее вклеиваем, а здесь, или вот здесь, или где-то под углом как-то, но не по шву. Так, смотрите, у меня труба 32, и в нее я буду вставлять потом 20-ку. Одуванчик достаточно тяжелый, в отличие от того, который из фоамирана, желтенький. Этот будет достаточно увесистым. Теперь нам нужно создать листочки, или как они там называются, которые будут вот так вниз у нас спускаться. Так, какой они должны быть длины? Длины они должны быть больше, чем наши шпажки. Это однозначно, чтобы их было за массой одуванчика видно внизу. Вырезать я их буду из зеленого 2-миллиметрового китайского фоамирана. Чашелистики мы можем затонировать, так же, как мы это делали с листочками, колером или акриловой краской. Так, теперь наших товарищей нужно будет приклеить. Берем основание. Смотрите, как будем клеить. Мы приклеиваем вот так, плотненько прижимая к основанию, а затем будем греть и придавать форму. И вот так у нас будет все выглядеть. Трубу мы в дальнейшем закроем. Так, теперь прогреваем листочки, чашелистики и придаем им форму, чтобы они смотрели вниз. Так, вот что у нас получилось. Теперь нам остается воткнуть все наши шпажки на место.